Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я приготовила чашечку. С чашечкой будет работать какое-то таро. Таро или игральная карта. Посмотрим сейчас, как оно будет. Ой. Наверное, будут играть вот эти карты. Так, ну давайте рассмотрим чашечку для начала. Так. Вот тебе и вся чашечка. Я сейчас вот по тому, что выходит, смотрите, вас интересует какая-то определенная тема. Вот из всех по колесу баланса, одна из всех этих 8 тем, 8 сфер жизни, наибольший интерес составляет какая-то одна тема, в которой вы сейчас имеете какие-то задачи, возможно, даже те, которые вы стараетесь выполнить, да, какое-то время, но не получается. Так, здесь мы разберемся тогда попозже. Так, опля. Что мы можем видеть, мои дорогие? Вам кто-то что-то дает. Буквально на голову вам сыпется какой-то пакетик. Но мне показалось, что это кошелек вроде бы, но ну, может быть, значит, не просто так. Но тут вот он какой-то квадратненький такой пакетик. Вы это то, что ждете. Или еще не ждете, еще не знаете, допустим, да, но вот как сообщат, и вы будете знать об этом, о приходе этого. Но все равно это как-то так неожиданно, издалека, сверху, какой-то пакетик. Ну, возможно, это какая-то... Это то, что вам необходимо, что-то даст какой-то человек. Человек, организация, ну тут можно по-разному, допустим, да, трактовать. То, что необходимо, вы получите. У вас много забот, вы прорисованы такой женщиной с каким-то, даже вот как мешок за плечами, ну вот за спиной, рюкзак в длинном платье, в общем, какая-то такая, много различных дел каких-то, которые вам необходимо сделать, они есть. Рядышком с вами человек, который достигнет успеха. Вы как для него тоже немножко стараетесь. Или немножко, или немножко. Есть что-то, что вас обнимает. Какое-то, боже, это животное. И животное, либо тотемное животное, оно настолько огромное, похоже на какую-то странную собаку. Но 4 и больше лап, хвост. Вот вы на ней даже. Это как-то то, что вас поддерживает. Буква Ю, между прочим. Кто тут у меня? Прям очень хорошо так вырисовывается Ю. Я сейчас покажу. Может быть заметно, может и нет. Сейчас. Вот она светлая такая Ю. Кто увидел? Так, с этой буквой что связано? К этой букве идет человек. Вот не знаю, может вы идете, ко мне, может идете, а может к Ю, к какому-то Ю идете. С надеждой. Что-то вы вот как тащите, какое-то за собой, что-то, с чем вы придете, но это что-то, что ваше, и то, что вы унесете потом назад с собой. То есть это что-то, что как показать и забрать, и унести назад. Так, будете что-то добывать. Тут вот кирка, как в Майнкрафте, прорисовалась. Будете добывать, что-то строить, что ли. Может быть, здесь действительно какие-то строительные работы, но тут рабочий инструмент. Вот он просто есть, и, по сути, не то, что в ваших руках, он просто есть. То есть тут говорят, что для того, чтобы что-то сделать, важное в твоей жизни, и, скорее всего, вот в какой-то важной сфере, выделите, какая вот сейчас наиболее сфера просела из этих 8 сфер колеса баланса. Ну, например, что там у нас? Финансы, семья, работа. Вот выделите, что за сфера сейчас просела. Вот как раз о ней речь. Это все там.
Опять огроменная курица. Она сначала, вот как, она как будто бы с одной стороны голова минотавра, а с другой стороны, это интересное такое животное, вот там, где попа у минотавра, получается голова курицы, а там, где у курицы попа, голова минотавра. В общем, такое вот существо какое-то интересное. Ну, это хорошо. Курица жирная такая, и что-то откуда-то вот берет, да, клюет что-то. Клюет из какого-то... ну, то есть она где-то кормится, то есть ваша курица. Курица всегда в денежном, вот, допустим, раскладе, да, в денежном, вернее, как золотая курочка, да, в денежном видении ситуации, это, конечно же, особенно если она такая жирненькая, то, естественно, это какой-то доход, вернее, не доход, а какой-то вот как то, что вы накапливаете, накопление. Накопление. Ну, значит, смотрите, это мощное что-то, вот эти накопления будут очень мощные. То, где курочка клюет зернышки, вот стоит человечек с луком и вот что-то стреляет, то есть как охотник, с помощью которого кормится курочка. Ну, это хорошо. Тут хороший знак по поводу, допустим, если вот у вас это денежная сфера, то это вообще замечательно. То есть тут говорят, что будут хорошие накопления, которые вы, ну, потратите там, где нужно. По Минотавру это вообще мистика какая-то. Здесь может быть как раз ситуация, ну тут вот как, не знаю, какое-то существо. Больше как почему-то пришла в голову Минотавр. Это... Это то, что вы будете потом вкладывать, например, да, куда-то в очень огромное какое-то дело. Причем дело, которое вот трансформирует полностью судьбу. Разнонаправленность и многофункциональность того, куда вы будете вкладывать, она просто огромна. Вот такая вот здесь очень хорошая ситуация. И тут говорят, что вот сейчас может быть проблема в финансах, например, да, а через время эта ситуация выровняется, и будет у вас вот замечательно все. Здесь какой-то как заговор, что ли. Двоих человек вижу, которые... Одна как женщина с такой какой-то странной косичкой такой. Как у Мюнхгаузена, она такая к концу, вот такая тоненькая какая-то, сверху вот нахлобучена. Вот, и она как какой-то пакет вместе с каким-то существом рядышком, которое ей помогает, друг напротив друга стоят. Они как что-то, как то ли пакуют, то ли прячут вниз, то ли достают. Я посмотрю, кто это такие. Ну, одно дело вот просто на чашечке посмотреть. Там же, чтобы вся история была показана, это не совсем всегда возможно. Простите за звук. Кто они такие для вас? Вот эти. Кто эта женщина? Кто эта женщина? Вот они, смотрите, они что-то достают. Вот она, эта женщина, что-то достают. Достают из какого-то подвала что-то, чтобы вы не видели. Какая-то женщина с косичкой и очень странное существо. Может, так человек прорисован, конечно. Похож на лошадь. Может, год лошади. Вот такая длинная морда. Но это вот женщина какая-то, они что-то достают. Что это вообще значит все для вас? Вот как это? Угу. Деньги, на которые вы будете надеяться, это ваши. Это вот о деньгах речь. И вам эти деньги передадут. Кто
Кто передаст? Женщина это передаст? Как интересно. У кого-то такая интересная ситуация, значит, спрятано какое-то, как что-то спрятано для вас, это будет как это, достато. Достанут и передадут вам. И это ваше. А что вы с этим сделаете? Там вот как то, что что-то очень ценное, или деньги, или что-то огромное. А что вы с этим сделаете? Вот для чего оно вам? Это то, что вам необходимо, вот оно как утешение приходит вам. Ну, интересно. Прорисовалась огромная лодка. Эти люди в одной лодке. Вместе с вами. Между прочим, вот эта косичка, она соединяется вот с человечком, который с луком, как охотник. И я вижу, что здесь есть взаимосвязь. Вот то ли это разные люди, или это вот как-то... Это общение с человеком, который может вам как-то помочь найти необходимую, может, сумму. И здесь очень много денежных знаков, вплоть до того, что здесь прорисован большой слон. Буду показывать, может быть, тоже интересно. Вот сейчас светлая фигура, смотрите. Хобот, глаз, ухо. Такой слоненок, я бы сказала, да. И динозаврик. Хорошие тоже знаки все. Говорят о больших возможностях, о том, что стабильные будут доходы, о том, что действительно даже, ну как динозавры, да, они ведь в любом случае по сей день их знают и помнят, да, и какие-то отголоски о том, что они были, тоже есть. И, в принципе, это очень хороший знак, что что-то раритетное может послужить вам, к заработку, например. Это и знания могут какие-то быть старые, как мы говорим, да, все старое всегда, все новое это давно забытое старое. И также, причем огромные такие фигуры, вот, и также какие-то старые вещи раритетные. Может быть, вот это то, что достают, вы можете там, допустим, продать. Что-то достали и продали. Так, глаза следят за... Причем так следят, что вот даже не скрывают, что следят какие-то глаза за вами. Как вы стараетесь, как вы работаете, следят какие-то глаза, прям в оба глаза следит и сечет какой-то человек. Кто это? Ну вот как друг какой-то, говорят. Друг. А в проблемной ситуации этот человек нашел какой-то ответ. Который наблюдает, это кто? Этот человек даст о себе знать. А кто это? Мужчина, женщина? Человек, которого вы не знаете, и очень хитро как-то хочет проявиться. А для чего он хочет проявиться? Наблюдает какой-то человек за вами. Есть наблюдение, и почему-то вот говорят о подарке каком-то, то ли что-то хочет дать какой-то человек. Ну, в общем, очень интересная здесь у нас чашечка. Все время что-то дают. Замечательно. Вы тоже любите, да, когда что-то дают. Вы знаете, не всегда, ведь правда, мы любим еще и тоже что-то отдавать, причем так, чтобы посмотришь на человека, а он радуется, или точно знаешь, что это ему пригодится, как-то душу согреет. Это вообще, ну, это же большее чувство даже радости, чем когда получаешь. Ну вот чашечка говорит, вам буду все время что-то хорошее давать. Так, и что у нас здесь? Муравьед. Специфичный знак такой, конечно. Я тут вижу, что у него как два источника питания. Не питания сейчас, как два желудка у него, что ли.
Ну вот если мы говорим о финансовой стороне, здесь вот чашечка финансовая, да, вот прошлое у нас была отливка, и отливка только строго говорила о здоровье, здесь у меня просто чашечка финансы. Финансы. Так, мост какой-то, мост, который расходится, и вот этот, ну и картина здесь, конечно. Здесь как очень интересно, то есть если я вижу, что тут какой-то вот как немножко несостыковки разные, кажется, что таких сюжетов и придумать невозможно. Но вот потому что я вижу, что будет что-то такое в вашем пространстве проявится, что вы удивитесь, потому что вот как несостыковка, да, вот как сбой какой-то идет. Это очень интересно будет наблюдать. Возможно, вы увидите какое-то животное, отражение в воде. Тут еще вот может быть отражение в воде. С чем-то, что-то связано вот с каким-то животным таким, может, похоже на муравьеда. Блин, что это такое? Вы будете отличаться от людей, которые будут окружать вас. Немножечко отличаться тем, что у вас как будто бы нет настроя с ними общаться. Тут какие-то друзья, которые очень сильно хотят с вами общения, а вы от них отворачиваетесь. У вас стабильно сейчас, ну, возможно, период такой или будет, или вот был, вот, но на нем сейчас сакцентировали внимание. И тут вот как объясняется вот этим знаком, да, вот какой-то мост, вы как отделяете себя, раз открыт мост, да, вот когда ну, разведены мосты, и вы не пускаете никого, никого. Мост есть, а пройти нельзя по нему, потому что он не соединен. Не пускайте никого пока в свой круг, ну, очень долго там не общаетесь, может, с подругой, может, вообще не общаетесь. Ну, либо с какими-то людьми, с которыми вы давно, в принципе, знакомы, они хотят с вами общения, а вы не хотите. Вот, я что вижу дальше. Я просто смотрю в чашечку, что еще тут есть. Так, здесь летучая мышь, огроменная летучая мышь. Интересный знак, если вы, если вы, наверное, вот как умеете общаться с темными энергиями, или же как видите, ну как, общаетесь больше такими с космическими силами. Я не вижу зла в этой мышке. Она расправила крылья и как будто бы показывает, как она может взлететь. Еще будут люди, которые... Ага, вот в чем дело. То есть тут есть, вот говорят о том, что вы, вот как летучая мышь, а рядышком, ну, свинка прорисовалась такая, прям четко. Летучая мышь. Так, сейчас, вот она. Но это надо еще увидеть с того ракурса. И вот свинка, которая рядышком находится, она как будто бы пытается вас понять, а вы, ну, извините, вы летаете, да, а вот кто-то ходит по земле, и сложно голову поднять, да, ну вот как ты им объяснишь, что такое жемчуг, и что его нельзя жрать носом и так далее, да, то есть, ну, просто разные люди, и все, ничего тут страшного нет. Ну, не надо метать бисер, летите дальше. У вас прекрасно, даже ночью, да, вы можете видеть, у вас прекрасно развитая эхолокация, вы сможете ну, как, найти всегда путь, найти всегда дорогу, даже не пытаясь кому-то что-то доказывать или спрашивать у людей, которые не знают. Вот, ну не знают и все. Так, тут призрак из прошлого какой-то. Ну, вот говорят, какой-то из прошлого, может, человек постучится, что-то скажет, и вы такие, о боже, чего это ты вдруг? Вот поэтому кажется, что как призрак из прошлого. Вот такие здесь вещи. Так, еще образ вижу девушки, которая на каблуках скачет, бежит куда-то вперед и с топором. Боже, какой ужас. С топором. На кого это? Вы.
На кого-то злитесь. На кого-то злитесь. Да. Ну, это интересно. А что там такое? Так. Это на мужчину, на какого-то мужчину вы злитесь, вы готовы его убрать, это что-то из прошлого, вы уже давно забыли о нем. Вот, а он просит то ли сам помощи, то ли говорит, я пришел помочь. Вот что-то одно из двух. А вы на него с топором бежите. Боже мой, капец, вы даже каблуки не сняли. Ну, вот здесь вот по картинке платье развивается, и вы летите прям топор в руке вверху. Какой-то мужик, дворянин. Вы его убить готовы. Ну, вот как-то так. Я не хочу, конечно, много сейчас говорить, чтобы меня тут не... Он что-то напишет вам. Угу. Из прошлого мужик, с которым вы давно расстались. А вы достаете откуда-то топор. Есть у вас топор? Ужас какой-то. Ну, там такие отношения были, просто ужас какой-то. Тянучка, болезненные какие-то отношения. Вообще вы туда вспоминать не хотите. Вот такое вот я вижу. А он такой, нет, давай встретимся. А вы такая, ну все, давай тогда поищу-ка я топор у себя. Ого, там мужик вообще собрался что-то вам предложить очень серьезное. Сказать, что вы, кроме вас, никого лучше-то и не было. Ой, интересная чашечка. Я вам так благодарна за эту энергетику. Я специально загадала, чтобы все, что в чашечке, нам показали для наших девочек, мужчин, которые смотрят в этой чашечке. Я благодарна вам за эту энергетику. Спасибо вам за то, что вы были здесь, за ваши лайки, комментарии, финансовую поддержку. Кто это делает, да. Я действительно вижу каждого, чувствую каждого. И хочу, чтобы в ваших жизнях отыгрывался только самый лучший сценарий. Вот. И что ж, до новых встреч. Пока-пока.